плюс 40 градусов в тени. Но здесь ты один на один с раскаленным каменным адом. Воздух обжигает легкие. В висках бешено стучит кровь. Ты чувствуешь, как сознание начинает плыть. Многие думают, что это просто тепловой удар, обычное безумие от солнца. Но здешние старики знали правду. Этот удушающий зной, это внезапная слабость, от которой подкашиваются ноги, и галлюцинации в мертвой тишине. Это не просто солнце. Это их дыхание. Здесь, на этих проклятых высотах, безраздельно властвуют они. Горные виллы. Прекрасные, но беспощадные деви здешних скал. Это их территория. И они ненавидят чужаков. Их невидимая стрела бьет без промаха прямо в разум. Человек теряет голос. Его мысли путаются, а ноги сами ведут к обрыву. Взгляните на эти разрушенные пустые каменные дома. Вилли просто стерли их с лица земли, превратив людские жизни в прах, лишь за то, что те встали на пути их ночного хоровода. Так зачем я здесь? Зачем я рискую жизнью и иду в эту ловушку по 40-градусной жаре? И я пришел сюда с одной целью – найти их, найти и заглянуть в глаза этой древней тайне, которую веками все панически боялись. Я хочу увидеть то, о чем другие боятся даже говорить, и зафиксировать на камеру то, что скрыто от человеческих глаз. Ну что, давайте найдем их. Или они найдут меня первыми. Привет еще раз, друзья. Устал как собак. Прошел километр 15-20 без капли воды. Смотрите, какой вид. Смотрите, какой вид у меня отсюда открывается. Это море, корабль там, если видно, я не знаю. И вот такой город. Там где-то один раз я поднимался на крепость. У меня в канале имеется вот этот ролик уже. А сейчас поднимаюсь там где-то в горах, так как там находится одно село заброшенное с очень интересной историей, друзья. Просто сейчас немного воды хочу попить, так как уже вот не могу ходить и не могу разговаривать, друзья. Это просто ужас. Это просто ужас, друзья. Я устал как собака вообще. Без воды, без всего. Сейчас первый глоток сделаю за 15 километров на плюс 40. Вот это что-то. Жара невыносимая, друзья. Не буду всю воду здесь. Не буду всю воду выпивать здесь.
Так как придется еще подниматься и подниматься в горы. Вот. Как буду поближе, я включусь, друзья. Вот, вот такой вид у меня на весь город. На море. Вот. Такое место. Нигде тенька нету. Посмотрите. Вот. Это просто что-то. Итак, друзья, почему вы спросите, наверное, почему я в такую жару вот собираюсь здесь? Потому что раньше я не знал, что это место существует там в горах. Это деревня, то есть село с очень интересной историей, там то ли миф, то ли, я не знаю, загадка, но хочется посмотреть там, если что-то осталось от этих домов. Раньше ходила легенда, что здесь, на этих местах, проживали горные виллы или славянские духи. И у них был какой-то дуб свой в этом селе. И у них был договор с местными, чтобы они не трогали этот дуб и спокойно жили. Вот. Что-то в этом роде. И походу кто-то из местных его порезал, этот дуб. И с того момента началось проклятие этого места. И ни один дом там не остался. Вот. Все оттуда переехали. Вот. Поэтому я сейчас соберусь отсюда. Вот. Мне еще, вот я все, это весь город обошел пешком на эту жару без капли воды. Вот. И сейчас мне надо еще подниматься там, искать это место, искать это село там в горах. Если вам нравится, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, друзья. Кто откуда смотрит, или переходите на мой телеграм, инстаграм. А я потихонечку попру дальше. Как буду поближе, включусь. Еще раз можете полюбоваться вот этим местом. Плюс 40, жара. Как-то так, друзья. Тут стоит указатель. Взял одну палку там, чтобы на всякий случай. Какие-то собаки, блин, здесь лают. Я в шортах. Это просто, блин. Тут опасно, блин, всякое есть. Иду. Все заросшее, блин. Ужас. Ужас. Все заросшее. Я не знаю, как я дойду туда. Или дойду я вообще. Ух ты. Ой, господи. Мне это надо было вообще. Ну да. Это джунгли. Это реальные джунгли. Наверное, дома где-то там и находится. Да. Придется вот так стучать. Я в шортах. Это старый австро-венгерский путь. Смотрите, ступеньки. Да уж. Вот это приключение сегодня, блин. Я этого не ожидал. Тут тоже указание.
Надо немного отдохнуть, остановиться здесь. Устал, друзья. Устал, как собака. Немного воды осталось. Пишите, как вы, откуда вы смотрите, друзья, как вам такие ролики, вот такие джунгли. Вот. Оставлю немного потом на обратный путь. Фу. Пойдемте. Пойдемте, водички попили. Идемте дальше, жара невыносимая. Слышно, что кто-то там внизу есть, но а что ж делать? Волка боятся в лес не ходить. Он не тот дуб порезали они. Какое-то дерево такое порезали. И начались проблемы. Там указания вот. А здесь их нету. А что здесь? Ух ты, природа. Красота. Красота. Где уже это село, блин? Или то, что от него осталось, пару домов, может? Идемте. Наверное, по той дороге здесь, где указатели. Да, скорее всего, мои дорогие. А это путь сегодня был нереальный вообще. Нереальный, друзья. Нереальный. Ладно, бы я взял с собой штаны длинные, блин. Но я без них. Ух ты. Идемте потихонечку. О, забор такой старый. Чувствуется запах навоза. Ну, чабан какой-нибудь здесь, наверное, есть. Пасет овец там или коров. Скорее всего. Видите, как это старое, все загорожено здесь. Фу. Ух ты, бабочка, блин. Я подумал, орел, блин. Все мерещится он. Фу. Посмотрите, масляного. Все масляного. Пойдемте, друзья. Сильная жара, блин. Пойдемте, друзья.
Этой дороги нет конца, я не знаю, блин. Фу. Что-то искусало все мне. Что здесь происходило раньше, блин? Раз такие истории, блин. Горы, здесь вершины, я не знаю. Очень высоко. Что-то укусило, но надеюсь, что ничего опасного. Пойдемте, друзья. Ух ты. Ух ты. Что там пробежало? Смотрите, какой спуск. Какие деревья. Пойдем спуск. Пойдем спуск. Если бы я знал, что так высоко и далеко, я бы здесь не пришел сегодня. На такую погоду. Точно. Идемте дальше, отключусь, а то перегревается техника, блин, на вот эту жару. А вот и первые руины здесь, домов. О, стена. Вон он путь. Вот тут дом был. Один. Вот здесь другой. Как дойти до него, блин. Здесь все руины, блин. Стены, блин. Камни огромные, блин.
Посмотри, привет. Посмотрите, друзья, как мы высоко, там где город сзади меня. Вот. Посмотрите, вид. Если видно. И вот такой кустарник вокруг меня. Это просто что-то. Это просто что-то. Один из домов впереди нас. Один из домов, это деревня. Вот он. Это все заросло, друзья. Вот можете посмотреть, как это все заросло. Пройти здесь можно или невозможно, я не знаю. Если можно, смысл какой. Ну вот. Вот и дом заброшенный есть. И таких еще несколько здесь. Просто хотел вас ознакомить, показать вам эту местность. Вот эту деревню. Мы высоко, очень высоко в горах. При монтаже я расскажу немного больше об этом месте, друзья. Стоило ли здесь подниматься для этого? Я вам потом скажу. Смотрите. Все, что осталось от деревни, где когда-то кипела жизнь. Где когда-то кипела жизнь. Все, что осталось, это вот эти руины сегодня. Вот. И эти кусты, где мы не можем пройти, тем более в шортах. Лето, сезон. Вы знаете, что там под ногами, не хочу прозевать. Вот смотрите, какие кусты, блин. Какие джунгли сегодня с вами. Вот. Посмотрите, вид. Вот эта металлическая штучка, блин. Еще с каких веков. Но она до сих пор здесь. Тут не пройти. Ну какая-то энергия здесь непередаваемая ощущается. Это то, что словами не передается, друзья. То, что словами не передается. Деревья такие, кусты, блин. Это то, что словами не передается, друзья. Я вам точно это говорю. Я побывал много разных мест. Но такое не встречается часто. Тем более очень редко встречается. Пойдемте немножко наверх поднимемся, посмотрим, что-нибудь еще есть там.
Это просто что-то, друзья. Здесь тоже руины. Здесь тоже такие руины. Фу. Везде крапивы, по ногам искусали бы. Крапивы везде. Давайте по руинам немножко полазим. А почему бы и нет? Посмотрите, это. Посмотрите, это. Господи мой. Это просто что-то. Это просто что-то, друзья. Море, там море, корабли, море. Давайте поднимемся, друзья. Я весь в этой паутине, вот. Весь в паутине, вот. Весь в паутине. Пауки хозяева здесь. Я с добром. Печет конкретно. Конкретно печет на улице. Мы в самых вершинах гор. Это просто что-то. Еще один дом. И то, что от него осталось. Посмотрите, ребята. Пойдемте. Еще. Посмотрите, ребята. Все заросшего. Ух ты. Ух ты. Ух ты! Под ногами надо смотреть. А это просто что-то. Напротив меня имеется еще один дом. Как можете видеть, заброшен. Уже руины, то, что от него осталось там. Вот где все начиналась деревня. Смотрю на ноги, там везде вот от крапив, там от все шрамы какие-то, блин. Не знаю, все ноги в шрамах. О, смотрите, какой дом. Здесь тоже заброшенный один, два. Там один тоже, который снимали по пути везде. Находятся руины. И вот этот здесь как бы такой весь заросший он. Весь заросший он. Да уж. Когда-то здесь кипела жизнь, друзья. Там нет смысла заходить.
Просто упомянем это место и расскажем то, что было. Нету смысла там заходить, друзья, дорогие мои. Так как жара невыносимая, плюс 40 на улице, друзья. Фух. Это будет наш последний, который мы видели, домик здесь в руинах. Если по дороге что-нибудь новое не встретим, потому что все заросшее здесь, очень опасно ходить, надо смотреть под ногами, потому что все кусается, блин. Совсем не так просто вот все это здесь. И вся эта история жуткая, блин, здесь чувствуется какая-то энергия, блин, непередаваемая. Друзья мои, когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас природа взяла свое. Природа, вот руины везде вот. Мы очень высоко в горах находимся, друзья. Там, я не знаю, видно или не видно, там очень далеко, там на другой горе дома видно. А здесь вообще только руины огромные. Вот. Это все здесь деревня была. Вот. Все это здесь была деревня, друзья. Люди жили вот, до какого-то времени, вот, пока не произошло то, о чем рассказывают местные. Вот, и о чем не написано в местном фольклоре. Это просто, я не знаю, словами не описать. Вот. Дикое место, очень дикое место. Я в шортах с вами. Вот. Причем здесь 100% надо одевать длинные штаны. Ну вот я тоже сегодня, в прошлый раз, когда я снимал, вы видели у меня там в прошлом моем ролике. Вот. Несколько змей я снял. Вот. И сегодня тоже, блин, хожу без штанов. Ну как штаны эти? Когда жара на улице плюс 40. Вот. Ну как-то так вот. Идем дальше. Начинаем потихоньку спускаться. Вот. Надо еще очень долго будет спускаться. Вот. Друзья мои. О, здесь тоже руины, видите, везде. И здесь, и здесь, и везде. Надо смотреть под ноги обязательно. Очень острые камни. Очень острые камни. Вот все ноги в копривах. Оп. Блин, такой странный звук был. Я хотел наступить на что-нибудь. Фу, блин. Здесь мало кто поднимается, но вот мы с вами поднялись. Друзья, дадим немножко жизни этому месту. Хотя давно, кроме природы, здесь ничего нет. И руинах, старых камнях. Во, видите, где там люди, там километрами вниз. Вот. Как мы далеко находимся, высоко в горах. Все вот такие интересные места у меня в Телеграме и Инстаграме, ссылка в описании, друзья. Обязательно пишите, как вам такие места. В такую жару, плюс 40, подниматься, ходить там километров 20-30, подниматься вот 400-500 метров над уровнем моря. Встречать такие болты, которые еще с былых времен. Вот. Во, смотрите, этот болт. С каких времен? Можете себе представить? Я его не буду брать с собой. Просто хочу его оставить здесь, где он принадлежит, наверное. Где он принадлежит. Как-то так, друзья. Идемте спускаться потихонечку с Божьей помощью, чтобы ничего по пути нам не встретилось нежелаемое. Здесь тоже руины.
Абсолютно везде камни, ходим по руинам, блин, ходим по этим камням, блин. Очень древним, очень старым, скользким, опасным. Посмотрите, где там. Сейчас остановлюсь, покажу получше вам. Идемте дальше вниз. Вот такие камни здесь везде. Деревья. Тоже руины от домов. Как это произошло, как это все исчезло? Вы, наверное, уже знаете. Я, наверное, вставил это в ролике. Вот. Рассказал об этом месте. Вот. Блин. Очень скользко и опасно, блин. Господи. Фу. Вот это да. Ой, господи. Очень скользко спускаться. Намного тяжелее, чем подниматься. Мне кажется, такие камни. Очень скользко, друзья. Очень скользко. Как вам мое лицо, друзья? Вот. Видно что-нибудь из освещения, вот, или как? Красный, наверное, в лицо. Как будто знал, что одеть сегодня. 40 градусов. Кипит все, вот. Плавится камень, друзья. Вот. А мы с вами вот в горах добавляем еще градусы. Добавляем. По-моему, здесь или куда сейчас? Уже сам не знаю куда. Первый раз здесь. Первый раз в жизни здесь. А, вот здесь внизу. Вот здесь, наверное. Здесь или как? Сейчас посмотрим. Уже сам не знаю там. Здесь, как я говорю, сейчас посмотрим, а куда посмотреть, если нет связи. Связи вообще нету здесь. Тут, наверное, ручей, река была мне. Горная. Пойдем туда, не знаю. Чуть ли не потерялся. Пробиваю здесь до главной дороги. Это был ручей. Там просто сейчас воды нету. А здесь дорога главная. Фу. Как-то так. Наверное, сюда куда-то. Или там. Или здесь. Понятия не имею уже.
скорее всего там. Уже не ходить не могу, блин. Снова бутылочка воды маленькая, блин. А надо было намного больше взять. Вот там главная дорога. Фу. Вот она, главная дорога. Идем потихонечку сюда. Я не знаю, друзья, вот этот видео будет длинным или нет. Просто я думаю, что интересно показывать вам такое место. Здесь вряд ли кто-нибудь еще будет. Или бивал до меня вот на камеру, что показать. Ноги надо потом осмотреть всего. Потому что сейчас пока что не чувствуется, там мало ли. Ой, везде руины. Вот. Вдоль везде руины. Мои друзья, раньше как это было здесь. Когда вот здесь армия ходила или там. Когда вот деревня жила. Вот, где собирались вот эти горные виллы. Это было, наверное, что-то. Это было, наверное, что-то. Палка. Какие-то комары, блин, ужасные. Только что один остановился на руку, блин, сразу начал кровь сосать. Ух. Устал, друзья, вот устал. Такой подъем, вы видели здесь, как высоко вообще. Еще сколько меня ждет сейчас, чтобы собраться до города, и от города потом еще там ждать автобус на этой жаре там, или то, что как-то добираться до дома, наверное. Ну, как-то так вот. Сейчас немного пройдусь. Наверное, где-то внизу включусь, чтобы попрощаться. Если что-то интересное будет, ставлю еще ролик. А если нет, просто включусь, чтобы попрощаться. Идемте. Побыстрее, наверное. А то сбой дают. И камера, и телефон, и все. Вот от жары вот сильного. Фу, идемте.
Итак, друзья, я думаю, что самое время отсюда попрощаться, вот так как ужас себя чувствую, очень жарко, плюс 40 на улице, я устал, прошел где-то километров 20-25, причем еще поднимался очень высоко, как вы могли заметить. Нашли то, что осталось от села, от той деревни, про которую раньше говорили, что здесь собираются горские или горные виллы, то есть славянские духи здесь. Об этом, наверное, я рассказал, и вы уже услышали в нашем ролике. Я очень рад, что мы сегодня побывали здесь вместе. И всем спасибо, кто просмотрел до конца, кто поставил лайк, кто подписался на мой телеграм, инстаграм. Дальше больше, совсем скоро новый ролик, друзья. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Всем удачи, всем пока. Чао, друзья.